Собака отказывалась смотреть на кого-либо после смерти своего хозяина, и даже новые опекуны не могли помочь ей справиться с его глубоким горем. Несколько месяцев спустя он внезапно услышал знакомый голос, а когда протянул руку, чтобы проверить, он не мог поверить своим глазам. Оглушительную тишину дома Калаханов нарушил унылый вздох Рио. Когда-то жизнерадостный золотистый ретривер теперь лежал, свернувшись калачиком, в углу комнаты для гостей, устремив взгляд на голую стену перед собой. Дни превратились в недели, а 10-летний пес по-прежнему отказывался общаться со своими временными опекунами Райаном и Ташей. Каллаханы взяли Рио к себе после того, как он был спасен из местного приюта для животных. Его дух был почти сломлен после трагической гибели его любимого хозяина Эдварда. Несмотря на все их усилия выманить Рио из его раковины, пес упрямо оставался замкнутым, а язык его тела излучал глубокое горе, которое разрывало сердечные струны пары. Дни Рио проводил в полном одиночестве, и единственными звуками, нарушавшими тишину, были редкое постукивание его миски с водой или мягкое постукивание лап других собак-калаханов, когда они подходили слишком близко. Он вздрагивал в их присутствии, прижимая уши к голове, что было явным сигналом того, что он не желает иметь ничего общего с этими новыми незваными гостями в своей жизни. Он даже отказывался смотреть на них. Тем не менее, Ташио часто сидела рядом с Ре, тихо разговаривая и нежно поглаживая его, но пес отказывался замечать ее. Его взгляд был рассеянным, а дух, казалось, был сломлен безвозвратно. Райан тоже пытался достучаться до отчаявшегося животного, но Рио упорно держался в стороне. Его доверие к миру, казалось, было утрачено навсегда. И вот, однажды тихим днем, когда Рио сидел один в отведенном ему уголке, из гостиной донесся знакомый голос. Его уши мгновенно навострились, а голова склонилась на бок, когда он попытался прислушаться. Могло ли это быть? Он, несомненно, все это выдумал, погрузившись в пучину своего горя. Когда-то этот голос был его самым любимым звуком во всем мире, но он уже давно его не слышал и никогда больше не услышит. И это было причиной его печали. Последние 10 лет Рио жил счастливой и насыщенной жизнью со своим любимым хозяином, добросердечным человеком по имени Эдвард. С того момента, как Эдвард усыновил его еще щенком, они были неразлучны. Они часами играли в мяч на заднем дворе, неторопливо прогуливались по парку и, обнимаясь на диване, смотрели старые фильмы. Эдвард души не чаял в Рио, и каждый божий день дарил ему любовь и внимание. Он понимал причуды, страхи и радости собаки, а Рио, в свою очередь, был полностью предан своему хозяину. Они были идеальной парой, двумя душами, которые находили утешение и дружбу друг в друге. Но затем, без предупреждения, произошла трагедия. Эдварду потребовалась срочная медицинская помощь, и он был срочно доставлен в больницу. В последовавшем хаосе и неопределенности было объявлено, что он мертв, а Рио был доставлен в местный приют для животных. Пока владелец Рио лежал без сознания в больнице, любимый пес оказался в незнакомой и пугающей новой обстановке. Знакомые виды, звуки и запахи его уютного дома сменились стерильными стенами приюта. В отсутствие любимого хозяина он чувствовал себя совершенно потерянным и одиноким. Сотрудники приюта изо всех сил старались утешить Рио, но пес отказывался участвовать в этом, и язык его тела ясно давал понять, что он разочаровался в этом мире. Интерес к жизни, который когда-то так ярко горел в нем, угас, сменившись глубоким горем, которое, казалось, сочилось из каждой поры. Кристина, одна из самых преданных своему делу сотрудниц приюта, с тяжелым сердцем наблюдала за происходящим. Она повидала немало животных с разбитым сердцем, но случай Рио был особенно душераздирающим. Это был пес, который явно знал любовь и утешение, а теперь он потерялся,
дрейфуя в море неуверенности и страха. Полной решимости помочь, Кристина обратилась в местную организацию Detroit Dog Rescue, известную тем, что берется за самые сложные дела. Она подробно рассказала историю Рио, надеясь, что они смогут найти способ помочь отчаявшейся собаке. Райан Каллахан, давний волонтер из DDR, внимательно слушал, как Кристина рисовала картину бедственного положения Рио. Его сердце болело за бедное животное, и он без колебаний понял, что должен помочь. «Мы возьмем его», — твердо сказал он. «Мы с Ташей отдадим его в приемную семью и сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть его с того края пропасти». На следующий день Райан и его жена Таша прибыли в приют, и их взгляды сразу же обратились к углу, где сидел Рио. Его взгляд был рассеянным, а язык тела излучал отчаяние. Приближаясь к ограде, Таша почувствовала комок в горле. Ее движения были медленными и нежными. «О, Рио», — прошептала она едва слышно. «Что с тобой случилось, милый?» При звуке голоса Таши Рио слегка навострил уши, но по-прежнему отказывался поворачивать голову или смотреть ей в глаза. Райан с тревогой наблюдал за ними, надеясь, что их присутствие вызовет у собаки хоть какой-то проблеск понимания. Собака. Он медленно протянул руку, позволяя Рио уловить его запах, прежде чем нежно погладить мягкую шерсть пса. Рио вздрогнул, но не отстранился, и Райан воспринял это как положительный знак. «Я думаю, он готов дать нам шанс», — сказал он, поворачиваясь к Кристине. «Мы бы хотели забрать его к себе домой, если ты не против». Кристина кивнула, почувствовав облегчение. «Я так рада это слышать. Рио через многое прошел, и я волновалась, что он может не выжить. Вы двое. Его последняя надежда». С этими словами Райан и Таша осторожно уговорили Рио выйти из вольера и сесть в их машину. Пес дрожал и был неуверен, но позволил им вести его. Когда они отъезжали от приюта, Рио прижался носом к стеклу, осматривая незнакомую обстановку со смесью страха и любопытства. Когда они прибыли в уютный дом Каллаганов, Райан и Таша постарались медленно и осторожно познакомить Рио с другими своими собаками, новоприбывший. По понятным причинам был настороже. Но шли минуты, и он начал расслабляться, даже позволяя другим щенкам обнюхивать и исследовать его. Таша подготовила для Рио уютное местечко в углу домашнего кабинета Райана с мягкой кроватью, чашей для воды и несколькими его любимыми игрушками. Она хотела, чтобы он чувствовал себя в безопасности в этой новой обстановке, и надеялась, что со временем и терпением он начнет воспринимать их дом как свой собственный. Первые несколько дней Рио редко покидал отведенное ему место, предпочитая свернуться калачиком на кровати и смотреть в стену. Райан и Таша сидели рядом с ним, тихо разговаривая и нежно поглаживая, но Рио упорно оставался замкнутым. Его глаза были полны глубокой невысказанной скорби. Но в один прекрасный день что-то изменилось. Рио услышал знакомый голос, и пес, ни секунды не колеблясь, вскочил на ноги, наконец-то сфокусировав взгляд на чем-то другом, а не на глухой стене. Он прошелся по комнате. Поначалу его движения были неуверенными, но постепенно обретали уверенность по мере приближения к источнику звука. Сердце Рио бешено заколотилось, когда он приблизился к двери. Его хвост начал слегка вилять, а затем, как только голос смолк, пес издал тихий, почти неслышный скулёж. Его взгляд остановился на лице говорившего. В гостиной стояла знакомая фигура. Мужчина, чье лицо Рио запечатлел в своей памяти. Это был Эдвард, его любимый хозяин. То, о ком ему сказали, что он умер. Рио замер. У него перехватило дыхание, когда он увидел человека, которого оплакивал. Глаза Эдварда расширились, когда он узнал его, и на его лице появилось выражение искренней радости и недоверия. «Рио!» — выдохнул он. Его голос был едва громче шепота. «Боже мой! Это ты!» Пес издал серию возбужденных лаев, яростно виляя хвостом, и бросился к своему хозяину, пытаясь лапами дотянуться до человека, которого, как он думал, потерял навсегда. Эдвард упал на колени, раскинув руки.
И когда Рио налетел на него, по его лицу потекли слезы. «О, мой мальчик!» — плакал Эдвард, зарываясь лицом в мягкую шерсть Рио. «Я не могу поверить, что это ты. Я думал, что больше никогда тебя не увижу». Рио заскулил и прижался к нему, дрожа всем телом от смеси облегчения, радости и явного недоверия. Наблюдая за встречей из дверного проема, Каллаханы прослезились от такого трогательного воссоединения. «Что случилось, Эдвард?» — спросила Таша нежным голосом. «Нам сказали, что ты скончался». Эдвард поднял глаза, на его лице была боль. «Это долгая история», — сказал он. «Я был в коме после оказания неотложной медицинской помощи, и персонал больницы ошибочно решил, что я не выжил. К тому времени, когда я очнулся и понял, что Рио ушел, его уже забрали в приют». Он покачал головой и крепче прижал к себе Рио. «Я искал его несколько недель с тех пор, как меня выписали. Я думал, что больше никогда его не увижу». Каллаганы кивнули, их сердца наполнились сочувствием. «Ну, теперь он здесь», — сказал Райан, и на его лице появилась теплая улыбка. «Он ждал тебя». Эдвард снова перевел взгляд на Рио, его глаза блестели от непролитых слез. «Мне так жаль, мой мальчик», — прошептал он, нежно поглаживая собаку по шерсти. «Я никогда не хотел покидать тебя, но теперь я здесь, и я больше никогда тебя не отпущу». Рио ответил серией довольных поскуливаний, яростно виляя хвостом, наслаждаясь любовью и вниманием своего давно потерянного хозяина. Каллаханы наблюдали за воссоединением с чувством радости и удовлетворения, зная, что они сыграли ключевую роль в воссоединении этой любимой пары. Когда Эдвард и Рио обнялись, тяжесть их разлуки наконец повисла в воздухе, наполненном звуками их общего смеха и взволнованным топотом лап Рио. В этот момент Каллаханы поняли, что стали свидетелями чего-то поистине необыкновенного. Неразрывная связь между мужчиной и его верным товарищем, связь, которая сохранялась даже в самые мрачные времена. Обратная дорога в дом Эдварда была наполнена чувством возрожденной надежды и радости. Рио был вне себя от радости, что воссоединился со своим любимым хозяином и не мог перестать вилять хвостом и тереться о его бок. Эдвард, в свою очередь, был переполнен благодарностью и облегчением. Его глаза блестели от слез счастья. Когда они въехали на подъездную дорожку, Рио навострил уши при виде знакомой обстановки. Виды и запахи его старого дома вызвали у него волну воспоминаний, и он выскочил из машины, горя желанием исследовать место, которое когда-то называл своим. Рио ответил серией довольных лаек, яростно виляя хвостом, пока обнюхивал двор и поднимался по ступенькам к входной двери. Эдвард следовал за ним по пятам, положив руку на спину пса, словно желая заверить его, что все это происходит на самом деле. Когда они вернулись в дом, Рио влетел в парадную дверь. Его энергия была выше, чем когда-либо за последние недели. Он носился по знакомым комнатам, обнюхивая каждый уголок и возбужденно виляя хвостом. Эдвард с улыбкой наблюдал за происходящим, и его сердце переполняла нежность. «Добро пожаловать домой, Рио», — тихо сказал он, наклоняясь, чтобы ласково погладить собаку. «Здесь твое место, и я больше никогда тебя не отпущу». Несколько недель спустя, когда они вышли на прогулку, Рио внезапно остановился, как вкопанный, навострив уши. Эдвард проследил за его взглядом и почувствовал, как его сердце наполнилось благодарностью, когда он узнал этого человека. Каллаханы, которые выгуливали неподалеку своих собак. Мимо. «Райан! Таша!» — крикнул он, и теплая улыбка расплылась по его лицу. «Я так рада вас видеть!» Пара обернулась, и их лица озарились восторгом. «Эдвард! Рио!» — воскликнула Таша, поспешив поприветствовать их. «Я так рада видеть, что вы оба так хорошо выглядите!» Рио подскочил к Каллаганам, яростно виляя хвостом и тычась носом в их руки. Эдвард усмехнулся и потянулся, чтобы сердечно обнять Ташу. «Я не знал, как отблагодарить вас обоих за то, что вы сделали», — сказал он хриплым от волнения голосом.
То, что вы взяли Рио к себе, заботились о нем и снова свели нас вместе, значит для меня очень многое». Райан с теплой улыбкой отмахнулся от благодарности Эдварда. «То, что вы двое воссоединились, это единственная благодарность, которая нам нужна», сказал он, наклоняясь, чтобы ласково почесать Рио за ушами. «Рио — особенный пес, и мы знали, что ему нужно быть с тобой», добавила Таша. «Мы просто рады, что смогли внести свой вклад в то, чтобы вы снова были вместе». Эдвард кивнул, его глаза блестели от непролитых слез. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Я провела недели в отчаянных поисках Рио, в ужасе от того, что потеряла его навсегда. А потом, когда я услышала его голос в тот день, это было похоже на чудо. Калаханы разделили эмоциональный момент, их сердца наполнились радостью при виде воссоединившейся пары. Они могли видеть глубокую связь между Эдвардом и Рио, связь, которая пережила даже самые мрачные испытания. «Что ж, мы просто рады, что смогли помочь», сказал Райан теплым и искренним голосом. «Если мы можем еще что-то сделать, пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать». Эдвард благодарно улыбнулся. «Искренне вам благодарен. Я всегда буду у вас в долгу». По дороге домой Рио не отходил от Эдварда ни на шаг, нежно виляя хвостом. Пес, казалось, излучал вновь обретенную уверенность и довольство, его глаза сияли новым интересом к жизни. Эдвард не мог не восхищаться произошедшим преображением. Рио как будто переродился, сбросив груз своей прошлой травмы и приняв обещание более светлого будущего. Мужчина знал, что на пути его все еще ждут трудности, но с Рио рядом он чувствовал себя готовым встретить все, что его ожидает. Эдвард знал, что их история была не просто историей выживания, но и историей триумфа. Они пережили бурю и вышли победителями, с более крепким духом и сплоченностью, чем когда-либо прежде. Больше. И когда они шли бок о бок, их лапы и шаги были идеально синхронизированы, он испытывал глубокое чувство благодарности и удивления. К Калаханам, к стойкости своего любимого компаньона и к неприходящей силе любви. Вы когда-нибудь переживали неожиданное воссоединение или были свидетелями акта доброты, который глубоко повлиял на вашу жизнь или жизнь кого-то еще? И как далеко вы готовы зайти, чтобы помочь животному, попавшему в беду, снова обрести надежду? Поделитесь своими мыслями и переживаниями в комментариях ниже. Спасибо, что выслушали эту трогательную историю о любви, потере и чудесном воссоединении. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать еще больше интригующих историй, подобных этой.